Добро пожаловать! И в этом ролике мы вернемся по многочисленным просьбам к вот этим вот двум аппаратам. А именно Lenovo Legion Go S и Steam Deck OLED. Lenovo Legion Go S у нас, конечно же, на SteamOS. Немного напомню его конфигурацию. Это у нас Z2 Go, 4 ядра, 8 потоков. И также 32 гигабайта оперативной памяти. Все остальное не важно. Итак, поскольку многим не понравилось то, что этот девайс я ограничил до ТДП вот этого девайса, что ж, в этот раз мы поменяем немножечко правила игры. И один из тестов у нас будет, оба девайса будут вот в таком режиме. То есть лимит ТДП просто отключен, и пусть девайс решает сам, что он хочет. Второй вариант теста – это включаем лимит ТДП, максимально ставим, здесь у нас 33 ватта и пойдет, и больше ничего не трогаем. Собственно, то же самое будет и на деке. Ставим здесь, ставим сюда, и, как можно видеть, лимит ТДП отключен, и здесь у нас будет лимит ТДП также 15 ватт. Конечно, особо много тестов я не вижу смысла гонять, будет плюс-минус самые основные и относительно самые тяжелые. Итак, у нас все обновлено, все загружено, заряд батареи везде одинаковый, везде 99% или плюс-минус столько же, 99%, и здесь у нас тоже 99. Подкорректируем яркость экрана, чтобы плюс-минус была везде одинаковая. И вроде выглядит нормально. И поскольку некоторые почему-то возникали насчет того, что почему Wi-Fi включен, Wi-Fi выключен, все очень просто. Одновременно и здесь я не могу запустить тот же Киберпанк, потому что существует такая простая вещь, как лицензия. Можно использовать только одну за один раз. Поэтому на Steam Deck выключим Wi-Fi и запустим Киберпанк. Также, чтобы было более плюс-минус понятно, Performance Overlay. Кстати, насчет герцовки 90 Гц, то есть максимальная 90 ТДП, и уберем Frame Limit. Плюс-минус то же самое здесь. Тут еще включен будет VRR, но уберем также Frame Limit. И уберем VRR, чтобы, собственно, максимальное количество FPS и максимальное возможное все было. Подвину Steam Deck сюда, Legion Go сюда, чтобы не было такого, что здесь выдувается горячий воздух, он идет в Steam Deck хуже работает, либо же другие какие-нибудь такие приколы, но я почему-то уверен, что кто-то напишет, а почему не тестируется это на 15 ваттах, потому что Steam Deck-то максимальная 15 ватт может жрать. Можно даже пойти дальше и заставить жрать батарейку еще сильнее, потому что в основном-то мы играем все со звуком. Конечно, больные люди, как я, играют без звука всегда. Но нормально это пацаны любят динамики. Просто идеальная штука. Чтобы было все честно, Legion Go тоже у нас в 800p. И, возможно, кто-то вдруг что-то не понимает, почему ставится именно пресет Steam Deck, у которого используют богомерзкий FSR 2.1, и все знают, что XeSS лучше, да-да-да, лучше, но есть нюанс. Чтобы случайно не включить что-то не то, лучше всегда устанавливать то, что всегда используется в 800p. И пресеты — это наше все. Поскольку это одинаковые условия, которые могут каждый повторить без вот этих подстроек, настроек и прочее, поэтому я использую пресеты. Пресет — это не есть супер оптимальные настройки, потому что все знают, что можно подкрутить, чтобы было хорошо. Можно. Но суть не в этом. Суть в том, чтобы Вася Пупкин, который условно купил себе ПК за 20к, сделал тест и сказал, что вот-то я купил ПК, который в Киберпанке при таком же тесте выдает 850 кадров, а вы со своим Steam Deck'ом прогадали. Лучше бы купили ПК. Надеюсь, это объяснение удовлетворит часть. И запустим бенчмарк. Перед этим
чуть-чуть надо уравнять performance metrics. Ну и посмотрим на бенчмарк. Напомню, все стартовали почти с полной батареей. И мы видим, этот замечательнейший прирост FPS. Здесь можно видеть вот такой FPS. А здесь можно видеть вот такой FPS. Это ли не чудо, это ли не магия? Мог бы я, конечно, сказать, но понятно, что если ты начнешь вливать примерно на 20 ватт больше в чип, то как бы и производительность у тебя подрастет. Конечно, хотелось бы лучше, хотелось бы больше, но имеем, что, собственно, имеем. И Lego S у нас имеет вот такой вот результат. Кто бы сомневался. И Steam Deck у нас имеет вот такой вот результат. Опять же, кто бы сомневался. Теперь мы идем вот сюда. Ставим лимит ТДП. Возвращаемся в настройки, нажимаем кнопки и поехали второй прогон. Ну и теперь понятно, что ручками ты ставишь лимит ТДП, либо же автоматически FPS один и тот же. Но опять же, тут могут возразить некоторые великие мыслители и скажут, но ведь вот этот девайс может жрать и 40 ватт. Да, может. Но обычно такие люди не знают очень простой истины. Все чипы AMD после 20 ватт скейлятся очень и очень хреново. Примерно за 10 ватт ты получаешь максимум 5% производительности. Стоит ли оно того? Ответ очень простой – нет. Собственно, вот такие вот у нас показатели. И вот такие вот у нас показатели. В принципе, с Киберпанком, я думаю, все понятно. Отсюда мы выходим. И отсюда мы тоже выходим. Теперь обезьянка. Обезьянка тоже довольно важная штука. Теперь будет правильный тест без всяких проблем с разрешением, которые я, конечно, на посте подправил, но видео не получилось нормально это сделать. Одинаковое будет разрешение, одинаковый скейл, все будет одинаковое. Как, собственно, это будет и в Borderlands, более старой игре, менее зависимой и прочее, прочее, прочее. Дисплей 800p. Графика. FSR, тут что-то написано, FrameGen, даже включен он, не включен, неважно. Все low, 30%. DEC. Настройки. Дисплей 800p. Тут почему-то 45%. Внимание, почему? Но для чистоты эксперимента мы здесь тоже поставим 45. Сохранили настройки.
45, 45. Я пытался что-то изменить, но и тут 45. Чтобы не было никаких проблем, никаких догадок, никаких ничего. Но опять же, найдутся люди, которые исправят меня в комментариях. Ну а перед запуском этой великолепной обезьянки советую подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям, если они, конечно, у вас есть, и написать комментарий. И будем смотреть на обезьянку, пока вы эти действия делаете. И кто бы мог подумать, что устройство, которое от батарейки жрет в данный момент 47-46 ватт, и устройство, которое жрет от батарейки 22 ватта, не будут показывать одинаковый FPS. Здесь у нас около полтинничка, а здесь уже 40. Но кто же мог предугадать, кто же мог такое предвидеть? По температурам, кстати, они будут примерно одинаковые. И, собственно, результат. Вот такой вот. Вот с такими вот настроечками. И на деке плюс-минус то же самое. Главное, что и здесь, и вот на деке эти иероглифы одинаковые. Без понятия, что это значит, включен фреймген, не включен, неважно. И тут оно все одинаковое. Но стоит еще сделать тест без лимита ТДП. А вдруг что-то изменится? Сомневаюсь. Ну, а вдруг? Нажмем и нажмем. Все-таки надо же как-нибудь растягивать видео, чтобы вы успели подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Сделаем погромче. И можно видеть, что ничего не изменилось. В принципе, ожидаемо.
Что ж, ничего не изменилось. Те же самые показатели. Поэтому такое себе. Разница, кстати, конечно, лучше убрать. И еще раз посмотреть. И здесь у нас вот такие вот фэпосы. И здесь у нас вот такие вот фэпосы. Разница, я бы не сказал, что прям вау, вау, вау. Для некоторых, конечно, это возможно. Будет великая разница и великая просто победа этого чипа, но если немного заморочиться с охлаждением дека, немного дать ему больше ватт, будет, конечно, интересные вещи. Но да ладно, не будем пугать людей. Выходим из обезьяны, подписываемся на канал и идем, конечно, в маленькую Тину. Куда ж без нее? Тут немножко можно понять примерно, как чувствуют себя динамики. Плюс-минус они чувствуют себя нормально. Конечно, здесь динамики поприятнее, чем на деке, но до рогалика, как по мне, довольно далеко. 16/10. 800p. Применяем. Применили. По идее, это разрешение должно быть сейчас. Далее. Пресет Low. FSR и прочее мы включим, конечно же, на баланс. Ну и для некоторых любителей накинем шарпа. Чтобы оно, картинка-то почетче была. Конечно, это все хрень. Почетче она не будет, но да ладно. Идем дальше. Steam Deck. 800p. Low. FSR 2 баланс. И накинем шарпа. Сохраняем, сохраняем. Проверяем, что здесь у нас все так же. VSync мы отключаем. На всякий случай фрейм-лимита нету. И, думаю, можно запускать. Также перепроверяем, что здесь все. VSync отключен, все отключено. Можно запускать. Надеюсь, в этот раз это всем угодит. Ну и посмотрим на FPS. Здесь у нас плюс-минус 80, 75-85. Здесь у нас, ну, что-то где-то в районе 60-75. Грубо говоря, плюс-минус что здесь, что здесь. Но я напомню, здесь потребление 21 Вт от батарейки, ну окей, 22 округлим, а здесь округлим до 45 Вт. При потреблении, конечно же, не 45, 44 точка с чем-то, который прыгает на 45. И да, я, конечно же, знаю про то, что 15 Вт Steam Deck это не 15 Вт других AMD штук, и прочее, прочее. Да, это плюс-минус так, потому что это немного по-другому считает. Оно берет бейслайн 15 Вт ТДП и делает от него вин. Но надо смотреть на потребление от батареи.
Ну, думаю, прогонять еще раз этот тест с типа лимитом смысла особого нет. Мы получаем здесь вот такую вот картинку. А здесь мы получаем вот такую картинку. Итого, Steam Deck у нас по фреймам проигрывает 6 кадров. Округлим, ладно, проигрывает 7 кадров. При том, что этот динозавр жрет на почти 20 ватт больше. И, внимание, вопрос. Стоит ли игра Switch? Ответ, как я и сказал ранее, лучше купить Steam Deck. И единственный вариант, где вот этот вот аппарат будет лучше, это если его покупаете по очень хорошей цене, например, за цену Steam Deck LCD или OLED на 512, ставите на него винду и покупаете eGPU и играетесь, и вам классно. Потому что на Linux мы забываем, что вот эти вот порты могут использоваться для eGPU. Потому что сколько я пробовал, все эти гайды, не гайды, как завести eGPU даже от AMD на Linux через Thunderbolt, конечно же. Все это было печально. Все это не работало. Конечно, был бы тот Oculink, дела бы приняли совершенно другой оборот, но это не наш случай. Поэтому даже 40 ватт, даже всякий лимит, все равно по производительности банально дека лучше. Ну и посмотрим после этих тестов на очень интересную штуку под названием «Сколько батареек осталось». На Lego S у нас 63%, на Steam Deck 83%. Примерно можно понимать. Например, если здесь отключить лимиты, при полной батарейке у вас батарейка уйдет за примерно час или 50 минут. Здесь же 2 часа. То есть можно примерно понимать, что как. И я надеюсь, что я удовлетворил интерес великих комментаторов, которые хотели эти 40 ватт, чтобы было честно, чтобы чип работал на максимальной его производительности, чтобы он просто уничтожил вот этот вот аппарат, унизил. Самое смешное, чего я не понимаю, некоторые писали в таком русле, будто я обожаю этот аппарат. Нет. Вот, это не моя любимая портативка. И даже не близко. Вот моя любимейшая портативка. Идеальная штука. Со мной она гуляет по всем отпускам в команде с eGPU. Просто идеальная машинка. Была бы она еще на Intel, вообще бы было классно. Но это чисто мои заморочки, поэтому для большинства AMD это топ. Ну и, конечно же, Oculink не хватает. Что же, все мы увидели и все мы поняли, что из вот этой связки это до сих пор отличное устройство. Да, resolution немного всратый по сравнению с этим. Да, 90 Гц и плавненько, но все же не хватает. Да, нет VRR, но все же, даже учитывая такие штуки, вот это вот все равно будет хуже. Конечно, возможно, я не отрицаю, что на Z1 Extreme и SteamOS вот эта вот штука будет вообще бомба, особенно с 32 гигами оперативной памяти. Я больше чем уверен, она просто будет уничтожать вот эту. Но в конкретном случае мы говорим про Legion Go S на Z2 Go, и это печально. И, к сожалению, на этом все.